Ну, например, провести референдум. Например, это не наше дело, но, в принципе, это вполне было бы логично провести референдум и спросить его граждан Армении, каков будет их выбор. Президент России Владимир Путин вечером 9 мая на пресс-конференции заявил, что Армения должна как можно раньше определиться с вопросом вступления в Европейский Союз. На мой взгляд, было бы правильно и по отношению к гражданам Армении, и по отношению к нам, как к главному экономическому партнеру, определиться как можно раньше. Ну, например, провести референдум. Это не наше дело, но это вполне было бы логично. В соответствии с этим мы сделали бы выводы и пошли по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода. Я ему, имеется в виду Пашиняну, несколько раз говорил и сейчас публично говорю. Мы поддерживаем все, что выгодно армянскому народу. У нас с армянским народом особые отношения. Если армянскому народу выгодно то или иное решение, мы не будем против. Но, конечно, нужно иметь в виду некоторые обстоятельства, которые являются важными и для нас, и для наших партнеров, заявил Путин. Договориться или заболтать проблему, по сути, более не получится. Кремлевские башни, выступавшие за диалог с Пашиняном, окончательно проиграли. Планы Армении присоединиться к Евросоюзу требуют особого рассмотрения, заявил Путин. Возникает вопрос, а Россия здесь каким боком? Особое рассмотрение касается исключительно Армении и ЕС. Надо было раньше думать, когда Россия продавала оружие Алиеву и фактически предавала Армению. Также Путин заявил, что Армения могла бы провести референдум по вопросу вступления в ЕС, и если народ поддержит это решение, Россия могла бы начать процесс цивилизованного развода. В этом же контексте он добавил, что события в Украине начинались аналогичным образом. Кроме того, он отметил, России нужно сделать так, чтобы ей никто не угрожал. Мы к этому будем стремиться. Фактически это означает, будем воевать за мир, пока вокруг нас камня на камне не останется. Кто-то еще наивно верит, что этот человек действительно хочет мира? Пожалуй, Путину лучше было бы сегодня вообще не упоминать Армению. У него будет не икота, а изжога. Ибо незачем трясти дряблым кулаком перед армянским народом. Поезд ушел, ты сам виноват. С нашей стороны скажем, что довольно странно слышать заявление Путина о том, что власти Армении могли бы провести референдум по вопросу вступления в ЕС, и если народ поддержит это решение, Россия могла бы начать процесс цивилизованного развода с Арменией. Потому что сразу возникает простой и неудобный вопрос. Почему Украине в свое время никто не предложил такого же цивилизованного развода? В 2013 году Виктор Янукович шел к подписанию соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Однако после жесткого давления со стороны Москвы он резко сменил курс и отказался от европейского направления. Именно это решение и стало спусковым крючком массовых протестов в Киеве. Люди вышли на улицы не из-за НАТО и не из-за мифического западного заговора, а потому что у них без всякого референдума отняли право на европейский выбор. Если сегодня Путин говорит об уважении к воле народов, то почему тогда Кремль всеми способами давил на Януковича, добиваясь отказа от соглашения с ЕС? Почему украинцам не дали спокойно и политически решить свое будущее? Почему вместо цивилизованного развода все закончилось бегством Януковича в Ростов, аннексией Крыма и войной? Ответ на самом деле очевиден. Кремль признает право народа на выбор лишь тогда, когда уже не способен удержать страну в зоне своего влияния. Именно в этом контексте и следует рассматривать нынешнюю ситуацию с Арменией. По сути, Путин сейчас преподносит тему возможного референдума по вступлению Армении в ЕС так, будто это некий жест доброй воли или условия со стороны Москвы. Хотя правительство Никола Пашиняна уже давно подчеркивало, подобные вопросы могут решаться исключительно народом Армении через референдум. Это нормальная демократическая практика для любой страны, выбирающей свой внешнеполитический курс. Однако все подается так, словно Россия разрешает Армении сделать этот выбор. В реальности же ситуация иная. В Москве просто осознали, что Армению фактически уже теряют, и теперь пытаются оформить эту потерю максимально удобно для себя. Это очень напоминает историю с Карабахом. Тогда тоже пытались представить ситуацию так,
будто Армения сама признала Карабах частью Азербайджана, а мы лишь последовали этому. Хотя реальная политическая логика была совершенно иной. Сейчас используется тот же самый прием. Поэтому разговоры о цивилизованном разводе – это не про уважение к выбору Армении. Это попытка юридически и политически зафиксировать утрату влияния таким образом, чтобы впоследствии можно было сказать: это не мы потеряли Армению, это армянский народ сам так решил. В перспективе Москве крайне важно будет объяснить собственному обществу и элитам, почему страна, десятилетиями считавшаяся полностью зависимой от России, ушла в сторону Европы. И гораздо удобнее представить это как свободный выбор народа, а не как провал российской политики в регионе. Кроме того, сейчас Москва сознательно подталкивает Армению к жесткому и быстрому выбору в формате «или-или», стремясь создать экономические последствия уже сейчас, еще до выборов. Пока Пашинян действует постепенно и не форсирует процесс, общество и бизнес успевают адаптироваться к возможному европейскому курсу. Если же ускорить события, можно попытаться спровоцировать экономическое давление, проблемы для бизнеса, рост недовольства и тем самым ударить по рейтингам действующей власти накануне выборов. Скорее всего, полноценные переговоры о вступлении Армении в ЕС начнутся уже после выборов. Судя по реакции Москвы, там это прекрасно понимают, процесс запущен. Вопрос сейчас лишь в одном: насколько болезненным Россия попытается сделать этот переход и для самой Армении, и для действующей власти. Таким образом, Путин решил неожиданно преподать Армении уроки демократии. По его словам, власти Армении могли бы провести референдум по вопросу вступления в ЕС, и если народ поддержит это решение, Россия могла бы начать процесс цивилизованного развода. Возникает закономерный вопрос: развода с кем? Армения является независимым государством с 1991 года, и выбор ее судьбы – исключительная прерогатива народа Армении. Если же речь идет о так называемом добровольно-принудительном вступлении в таможенный союз в 2013 году, то и выход из него будет ровно таким же, как и вход, только в этот раз действительно добровольным. Напомню, что в сентябре 2013 года Путин оказал жесткое давление на Сержа Саргсяна, фактически угрожая поставками вооружений Азербайджану, которые тем же летом начали поступать в Баку. Москва тогда буквально выкрутила Еревану руки, заставив отказаться от подписания соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и вынудив вступить в Евразийский экономический союз. Два простых вопроса Путину. Первое. Почему в 2013 году Армении не предложили провести референдум, чтобы народ сам сделал выбор между ЕС и ЕАЭС? Второе. Почему Украине в свое время не дали никакого цивилизованного развода? Кроме этого, он сказал следующее. А с чего все началось? С попытки Украины вступить в Европейский Союз. Именно это прямо сказал Путин. И на этом, по сути, все. Фактически он тем самым признал, что вся пропагандистская муть про НАТО, русский язык, русофобию и 8 лет бомбили Донбасс была лишь прикрытием и ложью. Россия с самого начала не могла смириться с самой мыслью о европейской интеграции Украины. Разговоры об базе НАТО в Крыму служили лишь ширмой, дымовой завесой для сокрытия реальных целей Москвы. Путин тогда знал, и знает это сейчас, что НАТО не приняло бы Украину. Именно поэтому вся политическая, дипломатическая и информационная энергия Москвы была и остается направленной на недопущение сближения Киева с ЕС. И сегодня он это окончательно и публично подтвердил. Напомним, что еще 8 мая Лукашенко на встрече с Путиным заявил: «Придет время, когда к нам будут проситься, чтобы приехать и побыть на этой площади». Ну а сегодня время показало, кто есть кто. Однако кто есть кто, время показало не сегодня, а еще вчера. По сути, Лукашенко перед Путиным что-то демонстративно отрабатывал и явно делал намек на Пашиняна, который не поехал в Москву на парад 9 мая. Помимо всего этого, шведский сайт Blankspot
сообщает, что на основе конфиденциального документа была раскрыта информация о прямом влиянии России на парламентские выборы в Армении, которые состоятся 7 июня. В частности, Бланкспот отмечает, что благодаря рассекреченному документу удалось выявить планы России по снижению популярности действующего армянского правительства. Ссылаясь на надежный источник, издание сообщает, что получило российский документ под названием «Программа работы 2026 года по борьбе с пашиняновским режимом», в котором изложены как общие цели, так и конкретные методы их реализации. Согласно опубликованной информации, в документе, помимо прочего, указывается, что главная цель – представить парламентские выборы как вотум недоверия лично премьер-министру Николу Пашиняну. Также описываются усилия по ограничению влияния армянского правительства в преддверии выборов 7 июня. Отдельной задачей, как утверждается, является недопущение изменения или модернизации политического имиджа Пашиняна накануне голосования. При этом в документе не уточняется, какую именно оппозиционную силу Россия предпочитает вместо партии Пашиняна «Гражданский договор». Вместо этого подробно описываются инструменты воздействия на общественное мнение. Среди предложенных мер – увеличение пророссийских нарративов в социальных сетях, доведя их с 1 миллиона просмотров в день до 3 миллионов по сравнению с осенью 2025 года. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости мира и Южного Кавказа.